Представьте, что вы увидели человека в черном длинном плаще, который также называет себя избранным. Скорее всего, вы бы могли подумать, что это косплеер под Нео из фильма «Матрица». Но избранные существуют не только в фантастических фильмах, но и в нашей с вами реальной жизни. К таким относятся, например, хасиды. Они не ходят на свидания, а женятся сразу на той девушке, которую выбрали им родители. После свадьбы женщины бреют волосы и на лысые головы надевают парики. Также хасиды живут в Израиле, но не имеют паспорта этой страны и не служат в армии. Всем привет, меня зовут Виктор, и в этом видео я расскажу много всего интересного про хасидизм. А вы пока подписывайтесь и ставьте лайки. У хасидов нет папы римского или патриарха, но есть ребе. Это не просто формальное религиозное лицо, к которому приходят причаститься или спросить совета. Раввин – это и психолог, и судья, и лидер, слово которого – закон. Он решает, когда человеку жениться, куда можно переехать жить, чтобы изменить свою судьбу, и даже, можно ли открыть бизнес и каким он будет. Некоторые хасиды идут к нему вместо полиции и суда. Хотя в Израиле есть два главных раввина, один для сефардской общины, а другой для ашкеназской, сразу важно уточнить, что в иудаизме нет единого главного раввина для всех. Сефарды – это евреи из Испании и Португалии. Ашкеназы – это европейские евреи. У каждого раввина своя община и ученики. Они верят, что приблизиться к Богу можно не через ритуалы и чтение святых книг, а через искренние чувства и радость. Молитва не должна быть скучной и произноситься только для галочки. Она должна быть эмоциональной и идти от сердца. Поэтому у хасидов на службах часто поют, танцуют, прямо как в христианских общинах наших чернокожих партнеров из США. Изначально последователи Бешта не называли себя хасидами. Хасидизм зародился в 18 веке на территории современной Украины. Его основатель – Бааль Шем Тов или просто Бешт. Он был не только раввином, но и мистиком, каббалистом и целителем. Это название появилось позже. Слово «хасид» на иврите обозначает «благочестивый». Но не путайте со словом «праведник». На иврите это слово «цадик». После смерти Бешта его ученики разъехались по разным городам и основали свои общины. Так появились хасидские дворы. Каждый двор имел своего основателя и свои традиции. Названия многих общин происходят от названий городов. Например, Сатмарский ребе был из города Сатмар в Румынии, а Братславский из украинского Братслава. Так возникло множество хасидских общин по всему миру. Некоторые из них друг друга не любят и считают неправильными, но при этом у них много всего общего. Все как у православных, католиков и протестантов и других направлений в христианстве. Здесь хасиды не отличаются от других религий. Кто-то живет строже, а кто-то более свободно. Сегодня большинство хасидов живет в США и в Израиле. В Нью-Йорке у них есть даже целый район Уильямсбург. Там они буквально везде. Им принадлежат здания, бизнесы и улицы. Черные костюмы, белые рубашки и строгие туфли. Мужчины выглядят как европейские джентльмены прошлого века. Это не костюмированное шоу, а проявление уважения к предкам. Отдельная история – это их шляпы. Штраймблы – это именно те меховые шляпы, которые раньше делали из лисьих хвостов. Теперь их шьют из куницы и соболя, и стоят они около $5000 за штуку. Их надевают по субботам и праздникам. Суббота в иудаизме – священный день, в который запрещено работать. В будние дни хасиды обычно носят широкополые черные шляпы. А еще почти все евреи, не только хасиды, носят кипу. Это такая маленькая шапочка на макушке головы. Это символ почтения к Богу. Евреи всегда помнят, что сверху за ними наблюдает Господь. Ортодоксальные евреи носят кипу всегда. Менее религиозные только в синагоге или по праздникам. Кстати, слово «ортодоксальные» переводится как «православные», поэтому хасидов можно называть православные иудеи. Но не путайте с православными христианами. Это немного разные религии. Пейсы – это длинные пряди волос на висках. В священной книге Тора есть запрет выбривать виски. Ортодоксы понимают это как полный запрет сбривать или укорачивать волосы на висках, поэтому отращивают пейсы. Именно в противостояние этой религиозной моде евреев в фашистской Германии мужчины делали наоборот – сбривали волосы на висках головы. Замужние хасидские женщины всегда покрывают волосы париком или платком. В ультраортодоксальных общинах даже бреют голову налысо. Причина в строгом соблюдении заповедей о скромности.
Считается, что волосы женщины могут возбудить мужчину, поэтому их может видеть только муж и только дома. В общественном транспорте даже принято, чтобы религиозные женщины ездили в конце автобуса, а мужчины впереди. Сделано это по тем же соображениям, чтобы мужчины не смотрели в затылок женщин и не фантазировали себе всякое, а женщину защитить от мужской похоти. Парики делают только из натуральных волос. Часто в Украине и России можно увидеть объявления о скупке длинных женских волос. Стоят такие парики, как хороший автомобиль. Основной язык общения у хасидов – это не иврит, а идиш. Иврит и арамейский язык использовались евреями в древности только для написания иудейских религиозных книг, так как иудаизм – это не миссионерская религия, чтобы защитить ее от других народов. Иврит был почти секретным языком, а идиш – это смесь немецкого и иврита. В обычной жизни евреи общались на идише, а молились на иврите. К слову, миссионерская религия – это та, которая стремится активно распространять свою веру и обращать других. Например, христианство или ислам. Вы не увидите в интернете или на улице евреев, которые привлекают новых последователей. С появлением такого течения в мире, как сионизм, многие евреи стали активно использовать уже почти утраченный к тому времени язык иврит. А идиш, наоборот, вытеснился из повседневной жизни, остался только в хасидских общинах. Многие хасидские дети специально не учат иврит, чтобы дистанцироваться от сионистов. Браки устраивают шатханы, это свахи. Молодые часто видятся всего 3 раза перед свадьбой. Трогать друг друга запрещено. Зато задавать вопросы можно сколько угодно. Важно, чтобы парня и девушку связывала не только страсть и симпатия, но и общие интересы и видение будущего. Чтобы не было постоянных компромиссов или уступок, а наоборот, чтобы семейная ячейка общества жила счастливо и общими интересами. К слову сказать, сегодняшняя нерелигиозная молодежь тоже предпочитает узнать человека получше, прежде чем сразу записываться в ЗАГСе. Чем увлекаешься, какие цели на жизнь и так далее. Разводы у хасидов бывают редко, в основном, если женщина бесплодна. У хасидов многодетные семьи, от 4 до 7 детей. Хасиды не занимаются миссионерством, но их число растет за счет рождаемости. Из-за закрытости общины и опасности родственных браков, хасиды используют вполне современные и нерелигиозные ДНК-тесты. Организация Дор Ешарим проверяет молодые пары на совместимость, чтобы избежать болезней и скрытого родства. В Израиле и США есть мужчины-хасиды, которые вообще не работают, учат Тору наизусть до 30 лет. Они живут на дотации государства или деньги жен. Чаще всего хасидские жены работают программистами. Поэтому, если вы используете такие еврейские приложения, как Viber, Waze, Fiverr и другие, 5-10% их программного кода написаны именно еврейскими религиозными девушками. Есть даже миллионеры-хасиды. Но труд – это не самоцель. Главное – учеба и молитва, а все остальное Бог даст. Многие хасиды антисионисты и считают, что еврейское государство можно создавать только после прихода Мессии. Так как Иисус для них не Мессия, то их государство Израиль восстанавливать пока рано. Когда придет настоящий Мессия Иисус, тогда государство должно образоваться при помощи божественной благодати или даже сойти с небес. Зная, что когда-нибудь в будущем появится тот, кого евреи все-таки признают Мессией, римские церковники хитро обыграли данную ситуацию и придумали второе пришествие Иисуса Христа. Израильтяне часто не любят хасидов, потому что те не служат в армии, получают пособия и часто даже не имеют израильского гражданства. В израильской армии служат даже женщины и инвалиды, а хасиды нет. Хотя для них создали отдельные подразделения, большинство туда все равно не идет. На лбу хасида во время молитвы можно заметить маленькую коробочку, называется тфилин. Ее привязывают не только к лбу, но и к левой руке. Внутри тфилина хранятся свитки с молитвами. С интернетом у них все строго. Большинство хасидов не имеют доступа к интернету. Смартфоны и компьютеры с фильтрами. Даже взрослые не знают, как пользоваться интернетом. И внушают, что это вредно и опасно. Светская музыка и книги тоже под запретом. Для них есть только хасидская культура. Музыка, попса, даже рэп. Только с религиозными текстами. Все должно быть кошерным. Кстати, что такое кошерное? Кашрут – это система правил, определяющих, что можно кушать и как это готовить. Аналог халяльного в исламе. Свинина, зайцы, утки под запретом. Нельзя смешивать мясное и молочное. У религиозных евреев для этого даже есть отдельная посуда, столы и микроволновки. В употреблении мясной и молочной еды делают перерыв от 3 до 6 часов. На упаковках продуктов ищут знаки кошерности от специальных организаций. В кошерных заведениях
заведениях не существует пиццы, в которой одновременно будет мясо и сыр. Либо этот сыр будет искусственным, сделанным не из молока, чтобы не смешивать запрещенное к смешиванию. У хасидов свои школы, медпомощь, даже полиция. Их общины изолированы от мира. Выйти из такой общины крайне тяжело. Ушедших сторонятся даже родные. Сегодня, если хасидская женщина решит уйти из семьи и забрать детей, раввинский суд почти всегда оставит детей отцу, как и в мусульманской среде. До Петра I на Руси Новый год отмечался в сентябре по византийскому календарю. Так и у евреев Новый год отмечается в сентябре. И на этот праздник тысячи хасидов едут в украинский город Умань. Именно там расположена могила раввина Нахмана. Считается, что это также приносит удачу. Но не путать с божественным благословением, потому что у евреев запрещено молиться на образы, святые мощи и прочие материальные предметы. Связь может быть только с Богом напрямую. В 2020 году из-за ковидных ограничений часть хасидов застряла на границе. Израиль даже предлагал Украине перенести могилу в Израиль, но украинцы отказались. Напишите в комментариях, какую религию вы считаете самой интересной и необычной. Подписывайтесь и смотрите другие видео на канале. С вами был Виктор. Всем пока.